по правую руку от меня сидит уже знакомый вам наш дорогой коллега и друг из испанского агентства EFE, Мануэль Санс Минготе, который в Испании знает не только как замечательного журналиста, но как и специалиста в истории, философии, он вообще очень такой популярный лектор. Поэтому я хочу попросить его задать вам вопрос, он давно этого ждет. Пожалуйста. Sí, en primer lugar, В первую me очередь, sumo al я хотел бы agradecimiento присоединиться por к esta коллегам и ya выразить tradición de благодарность escuchar за directamente то, что имею a las возможность agencias internacionales que valoramos muchísimo присутствовать y, por здесь, supuesto, где también el вы напрямую agradecimiento a слушаете nuestros colegas de la agencia информационное TASS por su агентство и поблагодарить amabilidad агентство y su ТАСС за hospitalidad. гостеприимство. Como sabe, presidente, en Как unos pocos вы días знаете, se va a celebrar через la несколько cumbre de дней la OTAN en состоится Países Bajos. саммит НАТО, на который приедут Uno de los temas государства, и одной из se va a тем, abordar es lo которую они que будут en обсуждать, Europa заключается se denomina в том, что rearme, es Европа decir, el objetivo de думает incrementar о el перевооружении gasto en defensa y el gasto и militar. Se планирует habla de hasta un тратить 5%. больше на Mi военные pregunta es muy расходы. directa. И Si мой usted вопрос tuviera очень прямой. ocasión de Если у вас hablar, будет возможность ante los líderes поговорить de la или OTAN, ¿cuál выступить sería su перед mensaje? этими Y en членами particular, aprecia этой структуры, что бы вы им este сказали, каково objetivo ваше послание de и rearme como в чем una amenaza? заключается задача, и считаете ли вы такое перевооружение НАТО угрозой для России? Мы не считаем какое бы то ни было перевооружение НАТО угрозой для Российской Федерации. Потому что мы самодостаточны с точки зрения обеспечения своей безопасности. И мы постоянно совершенствуем наши вооруженные силы и наши оборонительные возможности. Чего бы НАТО ни делало, конечно, это создает определенные угрозы, но мы купируем все эти угрозы, которые будут возникать. Здесь нет никаких сомнений. В этом смысле любые перевооружения и увеличение бюджетов до 5% от ВВП стран НАТО не имеют никакого смысла. Это первое. Второе. Вы знаете, на протяжении веков, к сожалению, это так, я могу это с полным основанием утверждать, просто на протяжении веков. На Западе все время не все время, а время от времени, но на протяжении длительного времени, все время возникал вопрос об угрозе со стороны России. Так удобно западным элитам было выстраивать внутреннюю свою политику. Потому что на базе мнимой угрозы с Востока все время можно было выколачивать деньги из налогоплательщиков и все время объяснять собственные ошибки в области экономики угрозой с Востока. Вот если вы посмотрите, мы с вами посмотрим, полистаем исторические книжки, мы придем к выводу, что так время от времени всегда эта тема поднималась. Значит, понятно, что сегодняшний кризис отношений между Россией и Западной Европой, он начался как бы с 2014 года. Но ведь проблема не в том, что Россия как бы присоединила Крым, а проблема в том, что западные страны способствовали госперевороту на Украине. Понимаете, вот мы все время раньше слышали, надо жить по правилам, по правилам. По каким правилам? Ну какое же это правило, когда 3 государства, Франция, Германия, Польша, приехали в Киев и как гаранты подписали бумагу договоренности между оппозицией и властями во главе с президентом Януковичем. Ну подписали же 3 государства, министры иностранных дел. Вот на меня коллега из ФРГ смотрит, господин Штайнмайер, он тогда был министром иностранных дел. Он стоит подпись его. Значит, а через несколько дней совершила оппозиция госпереворот. И никто даже не чихнул, как будто ничего не происходило, понимаете? А потом мы слышим, надо жить по правилам. По каким таким правилам? Чего вы придумываете? Правила вы пишете для других, а сами ничего не собираетесь соблюдать, что ли? Ну кто же так будет жить? По каким правилам?
Вот, вот с этого начался кризис. Не потому, что Россия с позиции силы действовала. Нет, с позиции силы начали действовать те люди, которыми мы до недавнего времени партнерами называли. А бывший зам госсекретаря, госпожа Нуланд, по-моему, прямо сказала: мы истратили, по-моему, 5 миллиардов долларов, ну что же мы теперь уходить оттуда не собираемся. На переворот истратили 5 миллиардов долларов. Ничего себе, откровения такие. Здрасте, приехали. Вот наши западные партнеры действовали всегда после распада Советского Союза, как минимум, с позиции силы. Понятно почему, я об этом и писал. Потому что миропорядок после Второй мировой войны основывался на балансе сил между победителями. А теперь одного из победителей не стало, Советский Союз развалился. Ну и все, начали переписывать западники под себя все эти правила. Какие правила? Вот после этого начались события после Крыма, начались события на юго-востоке Украины. Ну, что сделали? На юго-востоке не признали этот переворот люди. Вместо того, чтобы с ними договариваться, против них начали применять армию. Да? Но мы смотрели на это, пытались достичь договоренности. 8 лет, вы понимаете? Ну, это же не 5 дней. 8 лет пытались договориться между киевскими властями, первичным источником власти которых является госпереворот, и юго-востоком, тогдашним юго-востоком Украины, то есть Донбассом. Но в конце концов нынешние власти заявили: нас ничего не устраивает в Минских соглашениях, то есть выполнять не будем. Ну, 8 лет мы терпели, понимаете? Но людей-то жалко, там 8 лет над ними издевались. В конечном итоге и над Русской Православной Церковью издеваются до сих пор, там, над русскоязычным населением издеваются. Никто делает вид, что ничего не замечает. В конечном итоге мы приняли решение положить наконец этому конфликту, да, используя наши вооруженные силы. Что это значит? Что мы собираемся нападать на Восточную Европу, что ли? Значит, когда-то известный гитлеровский пропагандист говорил: чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят. Вот эта легенда о том, что Россия собирается нападать на Европу, на страны НАТО, это вот та самая невероятная ложь, в которую пытаются заставить поверить население западноевропейских стран. Ну это же мы понимаем, что это бред, понимаете? Ну, это же те, кто это говорят, ну не верят же в это сами, никогда, ну и вы сами, наверное, ну хоть один из вас верит, что Россия готовится к нападению на НАТО. Ну что это такое? Вы знаете, что страны НАТО сейчас тратят на вооружение 1 триллион 400 миллиардов долларов. Это больше, чем все страны мира вместе взятые, включая и Россию, и Китайскую Народную Республику. И население там какое в странах НАТО? Сколько там? За 300 миллионов, 340 миллионов? Да? У России, как известно, 145, под 150 сейчас. И тратим мы несопоставимые деньги, просто несопоставимые деньги на вооружение. И мы собираемся нападать на НАТО, да? Ну что это за бред? И все понимают, что это бред. И обманывают свое население для того, чтобы обеспечить выколачивание денег из бюджетов. 5%, 3,5 плюс 1,5, да? Значит, и объяснять этим провалы в экономике и в социальной сфере. Ну, конечно, ФРГ – ведущая экономика Евросоюза, да? Балансирует на грани рецессии. Зачем, кстати говоря, я до сих пор это не могу понять, почему Федеративная Республика отказалась от использования российских энергоносителей. Через Украину мы поставляли в другие страны Европы. Украина получала транзитные деньги от нас по 400 миллионов ежегодно, а Германия почему-то отказалась получать российский газ. Почему? Нет, рационального объяснения просто не существует.
Зачем? Ну, Volkswagen погибает, Porsche погибает, стекольная промышленность погибает, значит, сфера удобрения погибает. Ну, ради чего? Куплю назло кондуктору, куплю билет и не поеду. Так что ли? Чушь какая-то. Значит, поэтому, если страны НАТО хотят еще больше увеличить свой бюджет, но это их дело. Но это не пойдет никому на пользу. Будут создавать, конечно, дополнительные риски. Ну да, будут. Ну, это не наше же решение, это решение страны. Я считаю, что это абсолютно нерационально и бессмысленно. И угроз никаких от России, конечно же, не исходит. Это просто ерунда. Доктор Геббельс говорил, еще раз повторяю, чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят. И кто-то, наверное, в Европе в это верит. Лучше бы занялись бы, значит, спасением своего автопрома и повышением заработной платы.